Всем привет! Недавно я записал классный ролик «22 факта о жизни в Грузии». Он хорошо зашел в Facebook, на YouTube, ссылочка будет под роликом. А сегодня я хочу записать 22 маленьких или не очень минуса о жизни в городе Батуми. Батуми я очень люблю, никуда не собираюсь уезжать с Батуми, во всяком случае, пока. Но здесь есть некоторые факты, некоторые минусы, которые очень и очень не то что раздражают, они напрягают. Эти 22 минуса я сегодня вам расскажу, сейчас расскажу, но прежде чем смотреть этот ролик, обязательно возьмите две вещи. Первую это помидоры, обязательно грузинские помидоры, а второе это салфетки. Возьмите салфетки и помидоры. Для чего? Чтобы вы могли во время моей, вот такое вот выступления моего, могли кидать меня, бросать меня тухлыми помидорами, а те, кто узнает и отразится, вот будет сопричастным с этим минусом, вытирайте салфеточкой скупую слезу. Либо с монитора, где вы будете стирать эти самые помидоры, тухлые помидоры, которые вы в меня забросали, я переживу. Ничего, все нормально. Итак, 22 минуса, маленьких минуса, большие, кому как. Это мой личный опыт. Сразу хочу сказать, это то, что я переживаю, то, что я сталкиваюсь каждый день вот сейчас уже на протяжении полугода. То, что во мне резонирует. Срезонирует ли это у вас, смотрите этот ролик. «22 минуса, которые я обнаружил в славном, чудесном городе Батуми». Конечно же, плюсы, которые есть в этой стране, они перекрывают вообще все. И, допустим, в тех странах, где я был, минусов гораздо больше. Здесь просто вот эти 22 минуса, если хотя бы половину их убрать, то сразу уровень и стоимость жизни в городе Батуми вырастет кратно. Поэтому, дорогие туристы, спешите посетить Батуми, пока у них еще не поднялись цены, потому что эти минусы реально опускают коммерческую стоимость и жилья, и курортного сезона. Итак, первый минус – это такси и таксисты. Нет. Вообще-то такси здесь классное. Таксисты здесь тоже вполне себе человеческие. Но сюда еще не пришел прогресс. Да? Бывает, садишься в машину, и в этой машине как будто ехала целая команда спортсменов после тренировки из тренажерного зала. Но все бы ничего. Меня больше всего раздражает то, что есть люди, которые в 21 веке, 20-й год на дворе, уже даже бабушка знает, как использовать Яндекс Такси, там, не знаю, Максим Такси. Зачем вы мне предлагаете от Карфура до, не знаю, там, километр проехать 20 лари? Зачем мне ваши 20 лари? Когда я спокойно выхожу из аэропорта и за 6 лари ночью это или днем я спокойно доезжаю до дома. Вот здесь вся эта история, она немножко подпорчивает, да, потому что я часто очень хожу в Шератон, там тоже стоят таксисты. Это, знаете, вот люди, которые стоят и в надежде, что кто-то появится, тот, кто не умеет пользоваться интернетом и не может вызвать себе машину. Что же делать, да, вот как в этом случае быть, я не знаю, но помните, господа таксисты, которые смотрят этот ролик, да, помните об одном, что очень скоро и в Яндексе, а может сюда еще Uber придет, а может еще там, да, будет рейтинг водителей. И чем чище у вас машина, чем лучше вы обслуживаете клиента, тем больше вы будете зарабатывать. Поэтому есть те, кто хочет доехать от Карфура до Мамии за 20 лари и ждут какого-нибудь одного чудо-лоха, а есть те, кто делают 5 поездок и нормально себе зарабатывают. Второй минус это, конечно же, наши земляки. Я их называю русо-туристов. В Батуми их очень много, и они видны издалека. Они видны, потому что здесь еще нет такого уровня стоимости. Тут стоимость очень и очень демократичная, что на жилье, что на продукты, на все. И здесь очень много приезжают на отдых вот именно русо-туристы, к которым я себя отношу. Но бывает так, что
неловко чувствуешь себя за своих соотечественников, да, когда люди кричат, когда ведут себя вызывающе, когда они чувствуют себя такими, ну не знаю, как колонизаторами, наверное, да, что вот мы там приехали, вы тут расстилаетесь. Друзья мои, посмотрите, как все работает на зарубежных элитных курортах. Как там наши русские соотечественники очень часто ведут себя мило и очень сдержанно, потому что они чувствуют себя среди тех, кто выше их по достатку. И здесь я не хочу там делить на средний минус, средний плюс, но, коллеги, давайте вот меньше вызывающе себя вести, потому что здесь очень и очень видно, когда вот сразу где-то крик, скандал, какое-то недовольство рьяное, типа там, да, это все, это вот я 90% гарантии, то, что это наши русскоговорящие туристы, вот они чем-то возмущены и вот громко-громко говорят. Третий минус. Навигация и карты. Не слышали. Вот для меня, я понимаю, почему это происходит, и понимаю, что это скоро пройдет, потому что сейчас, раньше еще лет 7 назад Батуми был такой маленький неприметный городок, где кое-как перебивались какие-нибудь там, не знаю, командировочные туристы, там, да, вот такое это вся была история. Вот сейчас это уже становится большим-большим городом, куда вливается много-много денег, и, соответственно, карты не поспевают. Здесь строятся дома с такой скоростью, что добавлять их на карту, что Google, что Яндекс, очень и очень проблематично. Поэтому, друзья мои, добавляйте новые магазины, новые кафе, новые рестораны, новые жилые дома, корпуса этих домов на карту. Потому что карты Google и карты Яндекс делаются непосредственно пользователями. И когда вы открываете свой магазин, позаботьтесь сразу, чтобы была точка на Google карте, потому что именно туристы ищут по картам, куда пойти, куда сходить, где поесть, где что купить. Поэтому карты и навигация по картам, соответственно, такси. Очень часто мы едем наугад, мы едем там условно дом Варшанидзе 136, этого дома нет, но есть 138 и есть 134, и мы едем куда-нибудь между этим. Поэтому это пока минус, и карты, вот карты это минус Батуми, который надо дорабатывать. Следующий минус, прямо жирнющий минус, и он присутствует только в Батуми. В Тбилиси его нет, в Боржоме его нет, везде это только Батуми, я называю батумский стиль вождения. Только в Батуми я еду с таксистами и говорю, послушайте, а мы же едем круг, у нас круг всегда по умолчанию главное, Батуми не главное. И вот здесь батумский стиль вождения, я понимаю, почему он происходит, но, друзья мои, я точно знаю, мы к этому еще вернемся, потому что пешеходные переходы это вообще зло и боль. Но я точно знаю, что если вы не будете пропускать пешеходов на пешеходных дорожках, или будете нарушать правила дорожного движения, если вы, скажем так, будете так по-привычному ездить, то ничем хорошим это не закончится. Ни для вас, ни для туристов, ни для вашей страны, ни для города Батуми. Почему? Потому что я именно сейчас боюсь отправлять своего ребенка куда-либо, потому что перейти дорогу – это проблема. Это проблема в маленьком городе перейти дорогу, потому что вы делаете вид, когда держите эту баранку, еще умудряетесь говорить по телефону, рулите, делаете вид, что не видите, но вы же видите. Вы же видите, потому что стоит достать телефон и показать вам демонстративно, что я снимаю ваше нарушение, у вас тут же вырастают на затылке глаза, вы останавливаете машину и уже не знаете, что делать. Как же вы меня увидели, что я снимаю то, что вы проезжаете пешеходный переход, тут же вы смотрели и как бы не замечали, я еду. И вот здесь момент. Будьте вежливыми, потому что в Тбилиси пропускают, в Москве пропускают, в Берлине пропускают, в Нью-Йорке везде пропускают, только в Батуми не пропускают. Только в Батуми вы едете и делаете вид, что не существует. У меня иногда
впечатление получается, что вы купили машину, и все, кто не в машине, те лохи. Те лохи, которые не смогли купить себе железного коня. А вот я такой или я такая на железном коне еду, никого не пускаю. Помните, что когда-нибудь ваша мама, ваша жена, ваш ребенок будет стоять на пешеходном переходе, и его не будут пропускать. И ваши дешевые отмазки о том, что если же я остановлю, то меня не поймут и в жопу мне въедут, они не работают. Во всем мире останавливаются и не въезжают. Я думаю, что очень скоро в Батуми поставят камеры, где будут фиксировать автоматически ваши нарушения и писать вам 200 лари. 5 раз по 200 лари вы будете останавливаться автоматически на любом пешеходном переходе. И батумский стиль вождения это не навсегда. Туристы, помните, что только вот здесь будет легче с ПДД, с батумским стилем вождения будет покончено, сразу стоимость вырастет, потому что сюда поедут семейные. Вот мы сейчас реально, бывает, стоим 2 минуты, чтобы перейти дорогу. Вы же видите, что мы стоим, все едут. Некоторые останавливаются, включают аварийку и моргают «проходите». Это должно быть по умолчанию. Пешеход в приоритете на пешеходном переходе. Ну это же классика жанра. Дальше поехали. Сарафанное радио у меня, к сожалению, не подключено. И это тоже минус Батуми, потому что в Батуми, все построено на сарафанном радио. Куда сходить сделать маникюр? Надо спросить в Фейсбуке. А нет никакого, не знаю, сайта о красоте, там, да, о стиле, где все маникюрни Батуми. Где купить, там, не знаю, свежее мясо для шашлыка? Надо спросить, надо там, мы звоним там кому-то, там, у меня не подключено сарафанное радио, друзья мои. И вот это большой минус Батуми, потому что здесь еще, я понимаю, что пока ресурса нет ресурса, а Батуми это крайний минус, который у нас есть там, да, нет ресурса и все привыкли к сарафанному радио. Но отвыкайте, потому что для туриста, вот люди, которые приезжают сюда, в Батуми отдыхать, тут классный народ, классный город, классная природа, классный климат. Они не знают, они не включают сарафанное радио. У них нет этого тумблерка. И очень часто они стесняются спросить и покупают то, что им не совсем надо. Поэтому, друзья мои, вот тоже проработайте этот момент, сарафанное радио будет, оно будет всегда и везде, но дайте выбор, чтобы был какой-то интернет, как вот, не только там барахолка Батуми, либо там другие группы, да, а дайте выбор выбирать, чтобы можно было какой-то сбор, коллекция магазинов, коллекция ресторанов, коллекция кафе, чтобы можно было не по сарафану, а именно выбор. Дальше, следующий минус города Батуми, я думаю, что вы не забыли про помидоры. Следующий минус про города Батуми это цыгане. Цыгане, или не цыгане, там как-то еще их называют, я не понимаю, да, там, как-то другим народом называют, но вот цыгане, которые сидят прямо посреди дороги, и ты идешь, и они у тебя, дай. Друзья мои, я понимаю, что вот у вас очень классно с собаками. Первый город, где я увидел собак, где они гуляют, они не едят булки, потому что они сытые, они все привиты, все кастрированы, все хорошо. Но цыгане это то, что мешает туристу. Вы к ним привыкли. У вас все, наверное, хорошо, я не знаю, но цыгане это то, что мешает, причем есть очень агрессивные, маленькие, да, с разрешения взрослых, они кидаются под машины, они стучат по стеклам, они просят. Это все не характеризует город как цивилизованный город. Мне лично это не нравится. Я про это говорю, что эти 22 минуса то, что мне не нравится. Лично мне, может быть, моей семье что-то нравится, может, они к чему-то безразличны, но мне это резонирует.
Поэтому цыгане на дорогах, на проезжей части, на проходных дорогах, да, это не совсем себе история, потому что я иду с ресторана с семьей, вкусно покушал, тут я вижу цыганку там или не цыганку, у которой ребенок лежит вот так вот, и он умер или спит, непонятно. Я не хочу это видеть, я хочу отдыхать. И я думаю, что со мной согласятся там сотни, а то и тысячи туристов. Это же просто, то есть надо просто, ну не знаю, решите что-нибудь. Дальше. Следующий минус. Сигналит. Я родился в маленьком городке. И каждую субботу у нас с 10 утра до 12, там, до часу в центре города был памятник Ленина, и все, как заведенные, на свадьбах ездили и пикали по кругу. Они сообщали всем, что жених и невеста чили-чили тесто. Классно? Классно! Праздник у людей, пусть пикают, пусть раз в жизни попикают себе там, да, в этом, ну, классно. Но в Батуми сигналят всегда. По поводу, без повода, ты пропустил, ты не пропустил. Привет, Биджо, там, пам-пам-пам. Это постоянный сигнал. Постоянная вот такая вот история с сигналами. Причем это удивительно, но там, где езжу я раньше, там спасибо говорят аварийкой, либо там светом фар как-то там, да, а здесь сигнал. Тут все сигналят, по поводу, вот, причем люди не стесняются сигналить даже ночью. Я живу в частном доме, мне не слышно, но когда я иду вечером по прекрасному городу Батуми, когда слышу, когда люди пикают автоматически, я понимаю, что у кого-то сейчас ребенок засыпает, и у него под окном вот этот постоянно пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. А еще же есть умельцы, которые ставят себе такую пипипку, чтобы ого-го, чтобы можно было выделиться своей пипипкой, чтобы так пикнул и медвежьей болезнью заболел, да, поэтому вот сигналят так часто, так много. Нет, со временем привыкаешь, со временем это уже нормально, но первые 2 месяца ты думаешь, у них чего? Сломалось что-то, что не поставить. А вот сигнал это не та история. В Тбилиси, кстати, меньше. А здесь как вот не в себя, пип-пип-пип-пип. Дальше. Пешеходный переход. Вот пешеходный переход, вот, друзья мои, скажите мне под этим видео, напишите, пожалуйста, куда отсылать фотографии, когда машина стоит на пешеходном переходе. Вот пешеходный переход во всем мире это пешеходный переход, чтобы пешеход мог беспрепятственно перейти через дорогу. С детьми, инвалид, просто человек мог прийти. Нет, именно в Батуми, я больше нигде такого не видел, ставят машину прямо на пешеходном переходе. Ладно, не пропускают, но у вас уже есть машина, вы там достигли высот, вы уже купили этот чудо-автомобиль, уже классно, я понимаю, вы можете не замечать этого нищеброда-пешехода, но ставить свою машину на пешеходном переходе, это вообще край, это край, потому что вы точно не учили ПДД. И вам надо влепить 2 или там 5 по 200 лари штрафа, чтобы вы выучили наконец, потому что когда вам будет квитанция приходить со штрафом о том, что, поэтому вы точно выучите. И я вам гарантирую, что после вот этого пешеходный переход это святое, потому что вы едете, прикиньте, когда я понимаю, что и вы бываете раздражены, когда в Батуми люди просто переходят такие, как кошки, у которых 7 жизней. Они переходят дорогу просто там, где им захотелось, там, где и даже не осматриваются по сторонам. Они просто, вот он шел, потом повернул и пошел. Я думаю, нифига себе, вот это стальные яйца там. Так это же ладно мужики, девушки переходят, не глядя вообще. Они не знают, что есть как бы там, ну, машины, которые не понимают батумского стиля вождения. Там гости города приехали, либо с другой стороны. И для них дико, когда кто-то переходит дорогу там, где не должны переходить. Поэтому, коллеги, вот просто запишите себе. Здесь будет очень классно, когда
не будет батумского стиля вождения, и пешеходный переход будет в приоритете. Потому что посмотрите сейчас вокруг, вот выйдите прямо сейчас в Батуми, посмотрите, как люди стоят и ждут на пешеходном переходе. Ладно, когда он регулируемый, и там горит красный свет, либо зеленый. Но когда он нерегулируемый, открываем ПДД, я думаю, что ПДД в Грузии такие же, как в Германии, в России, то пешеход по умолчанию прав. Почему вы не пропускаете? Почему вы считаете, что те люди, которые на пешеходном переходе, они как-то хуже, чем вы, или вы их не замечаете? Причем, смотрите, я точно знаю, что когда вы превращаетесь в пешехода, а очень скоро со штрафами вы будете превращаться в пешехода, да, вы будете так же, как я, возмущаться и думать, слушай, ты что, не видишь? Более того, вот здесь у меня вообще срезонировало. Я пешеходный переход перехожу, первая страна, где я жду, чтобы меня кто-то пропустил, а приезжает еще с соседней полосы и начинает пикать, и там в машине, а вы же, так, друзья, встречаются, руки поднимаете, там, типа, ты чё не видишь там, вайме, я еду, а ты куда идешь там, вот, постой, я вот, как вы можете возмущаться от того, что я пешеход, по пешеходному переходу перехожу? Вот как? Ну так классно смотреть там в этом формате, как вот, ты думаешь, ты вообще ПДД не читал ни разу, нигде, не вот так? Напишите под видео ссылочку, куда сбрасывать фотографии. У меня очень много будет таких моментов, и я призываю вас, уважаемые туристы и жители города Батуми, если вы хотите навести на дорогах у себя порядок, сообщайте ГАИ или там полиции, сообщайте полиции о правонарушениях очень быстро, потому что вот мы даже смеялись, что если бы сюда отправить белорусских гаишников сюда на 2 недели, то они бы сделали план полиции на 3 года вперед. И тут бы все бы вдруг начали уступать, потому что там все просто. Там камеры и гаишник. Все, фиксация, штраф получи, 2 раза получи. Германия. В Германии тоже все просто. Там есть такая история, такая называется Idiotentesten. Там, если ты 1 раз нарушил ПДД, то тебе выпишут штраф, допустим, 100 евро. 2 раза выписал штраф, поэтому же не пропустил пешехода там, да, тебе выпишут 300 евро. А угадайте, сколько будет вам штрафа, если вы 3-й раз не пропустите пешехода? Не 600, и не 1000, и не 2. Вас просто отправят к психоаналитику, ну, там, или к психологу, чтобы понять, вы вменяемы или не вменяемы. Потому что если вас 1 раз оштрафовали, вы продолжаете нарушать, 2-й раз вы нарушаете, то, может, вы не в адеквате. Но история такая, что вы должны ходить к этому самому психологу 30 раз. И только после заключения, то, что вы были 30 или 40 раз у психолога, и вы адекватны, вам выдадут справку, и вы в суде сможете свои права восстановить. Но 1 поход к психологу стоит от 100 евро. Поэтому считайте сами. Вот только так это все и делается. Дальше. Еще 1 минус. В Батуми нет супермаркетов. Ну, нет супермаркетов в том масштабе, пока нет, да, в котором бы хотелось видеть. Есть, конечно, вот мы ездили в метро. Вполне себе нормальный супермаркет, но для Батуми выше крыши. Но по всем другим моментам хочется ехать в Тбилиси, хочется ехать, там, не знаю, в Турцию, да, где-то, чтобы можно было выбор большой выбор одежды, обуви, спортивной одежды, питания, вкусняшек, парфюма, чего угодно. Вот этого пока нет. И это минус, я думаю, что это скоро наверстается, потому что с тем масштабом, с которым строится Батуми, это все наверстается 100%. Следующий минус. Друзья мои, нет снега. Я никогда не думал, что я об этом скажу, но здесь в Батуми реально снег был 1 раз, и мы очень сильно этому снегу радовались. Вот 1 раз был нормальный снег, и он так показал, что, эй, алло, это зима. Это зима, есть снег, но
хочется чуть-чуть снега, хотя бы на 1, 2, 3 дня сугробы, чтобы ощутить солнечные дни и снег. Ну, это такой минус, скорее, он скоро у меня пройдет, потому что нет снега, такая ностальжи по родине. Когда ты прилетаешь, я прилетаю сначала в Минск, там холодно, зябко, серо. Прилетаешь в Москву, там холодно, зябко, снег. Потом прилетаешь в солнечный, дружественный Батуми, и здесь всегда солнце, и всегда классно, поэтому здесь вся эта история про это. Следующий минус, это часто, но все реже и реже, давайте так, все реже и реже я вижу, что нет цены на товаре. Уважаемые туристы и гости города Батуми, если вы видите, что на товаре нет цены, то этот товар бесценен. Не надо торговаться, просто уходим. Потому что на моем опыте очень часто, когда на товаре нет цены, ну нет ценника, нет бирочки, то очень часто это все то, что мне в голову, то, что в голову продавцу придет, то и я скажу. Поэтому вот, друзья мои, если есть товар, на товар есть цена. Если товар бесценен, он без ценника, то просто собираемся и уходим. Собираемся и уходим очень молча, и потому что, поверьте, в Батуми достаточное количество мест, где есть ценник, вменяемые продавцы и даже можно торговаться. Дальше. Защита прав потребителей в Батуми – это отдельная история, я про нее запишу отдельный ролик. Когда мы покупали моему сыну оправу, ну мы с ним вдвоем ботаны, мы в очках ходим, да, то сложилась такая неприятная ситуация с одним из салонов оптики в Батуми, и там мне заявили, что проблема, то что я купил товар, который у меня тут же сломался, это проблема не продавца, а проблема моя. И о защите прав потребителей мы не слышали ничего, у нас гарантии нет, все, уходите, потому что во всех салонах Батуми гарантии на очки или там на товар, который я только что купил и он сломался, нет. Все решается очень просто, решается вызовом. Волшебное слово. Волшебное слово, два волшебных слова, это называется полиция и Facebook. Я сразу предупредил, сказал, что, друзья мои, я знаю, что будет дальше. Я сейчас пойду на Facebook, потому что в Грузии работает только Facebook. И напишу там негативный отзыв. Вы тут же мне скажете о том, что а что не приходил к нам, пришел бы, мы разобрались с тобой и все бы тебе вернули. Поэтому я сейчас пришел, я фиксирую момент того, что я пришел, попросил вас решить нашу проблему, но проблема стала не нашей, а лично моей, а потом вы получили от меня претензию, соответственно, слово полиция эту претензию подкрепила, и все благополучно разрешилось. Я вернул некачественный товар, мне вернули деньги. Все. Закон защиты прав потребителей существует в любой цивилизованной стране. И если Батуми цивилизованный город, то в очень скором времени слово гарантии нет будет звучать как вот это не салон, это рынок. Ну, есть рынки, да, где там бабушки сидят, что-то с полу продают. Там можно никакой гарантии нет. Но если вы как салон в центре города со всеми атрибутами кофе, чай, печеньки, то будьте любезны дать гарантию. Не знаю, потому что это во всем мире нормально. И здесь вот это момент, мы на канале будем освещать, будем работать, на сайте Грузия 100 по 100 тоже будем отвечать на это, соответственно, поэтому смотрите, приходите, подписывайтесь. Следующий минус, это завтра не наступит никогда. Это вообще бич, особенно в Батуми, потому что когда говорят, слушай, приходи завтра, или давай мы завтра это решим, поймите, что завтра это в Грузии, в Батуми, это может быть через неделю, а может быть и вообще не наступить. Потому что если вы договорились, что вам позвонят, то вся эта история, она по стоку по скоку. И мы отсюда переходим в еще один минус – непунктуальность. Непунктуальность, она почему? Потому что здесь очень время как-то течет по-другому.
Да, ты когда работаешь в режиме Москвы, в режиме больших городов, ты все время пытаешься быть в темпе, в тонусе, и ты ценишь каждую минуту. Потому что каждая минута ты можешь опоздать, и лучше прийти на 5 минут раньше, чем опоздать там, не знаю, там. Поэтому, друзья мои, вот здесь надо с этим, это не меняется, это вот это будет. Вот если с сарафанным радио, с цыганями, с батумским стилем вождения можно как-то подработать, да, то непунктуальность и завтра не наступит никогда, это вот грузины никуда не спешат. Грузины, они настолько, у них, а зачем? Вот в Испании это там фиеста, да, в Грузии там, дорогой, все будет хорошо. Не проблем, не проблем, завтра не проблем. Но при этом, если уж сказали, то они делают. Грузины молодцы в этом деле. Следующий момент, следующий минус, это плесень. Плесень, она, когда мы снимали жилье, мы с этим не столкнулись. Ну, вернее, мы не знали об этом минусе. Но в Батуми во многих квартирах, особенно которые не сдаются, там на зиму не сдаются, у них бывает плесень. Плесень здесь, потому что влажность очень большая, нет вентиляции, и плесень это вот такой прямо бич-бич. Поэтому вот минус Батуми и плесень это вот навсегда, потому что это вот всегда будет, есть, было, потому что здесь, если мы в больших городах, где есть отопление, всегда покупали себе увлажнители, то здесь надо покупать осушители. Понимаете? Поэтому с плесенью здесь сделать ничего нельзя. Ну, следующий минус это нет быстрой доставки товара. Понимаете, когда мы переехали сюда и решили здесь пожить, то мы приехали с тех мест, где очень быстро доставляют товары, где практически есть все, а если нет, это тебе доставят. Вот перед вами флипчарт. Это такая доска на 3 ногах и листы. Так вот я во всей Грузии не смог найти и привез ее на самолете с Беларуси. Почему? Потому что вот здесь какой-то вот узкий сегмент и нет еще того развитого интернет-маркетинга, интернет-шоппинга, где ты мог бы купить себе все, что захочешь с быстрой доставкой. Я, как человек, который принимает решения уже взвешенно, быстро, систематически, допустим, мне нужно для сотрудника купить 1 компьютер, я хочу компьютер купить завтра. Ну, сегодня решил, завтра купил. А здесь надо ждать, пока приедет, если ты там в пятницу решил, то неделю ждать, потом вот это вся это очень, ну, то есть доставка есть, но она очень долгая, потому что здесь еще на уровне маршрутка пока приедет из Тбилиси там, или там вот эта вся история, она очень долгая и многих товаров, ну, их практически нет. И продавцы, менеджеры магазинов, они свою клиента ориентировались, куда-то засыпали, закопали в каком-то овраге и думают, что так будет всегда. Коллеги, гости нашего канала, смотрите это видео и делайте для себя вывод, потому что если вы сегодня кому-то не доставляете то, что он хочет, завтра за вас доставят это конкуренты. Это классика жанра, так всегда было, есть и будет. И вы будете на обочине дороги со своим товаром, который у вас сейчас есть в наличии, и только его вы можете продавать. Дальше минус. Ну, минус минусов. Всем минусом-то минус. Это стройка везде. Это минус, который пройдет. И стоимость жизни, отдыха в Батуми будет много выше. Стройка везде это настолько убивающий минус, убивающий вот само понятие отдыха. Когда ты спишь, и у тебя за окном начинает стучать отбойный молоток. Ты арендуешь квартиру с видом на море, у тебя классный вид из окна, у тебя все хорошо, и ты такой, как я счастлив, что я снял эту чудесную квартиру за какие-то сущие копейки, но в 8 часов утра приходит какой-то человек, отъявленный работяга, и начинает тебе сверлить, долбить там туда-сюда, и ты сходишь с этой квартиры
на целый день, потому что это продолжается целый день. Более того, ты думаешь, ну уж в выходные я-то высплюсь. Не тут-то было. Оказывается, что трудолюбивые грузины работают и в выходные звон дрели, там, молотка, там, какой-то металла, что-то пилят. Стройка везде. Стройка идет такая грандиозная, и это понятно. Это минус, который раздражает меня. Ко всему привыкаешь, потому что мы сейчас живем в частном доме, и у меня за окном грузинский петух, ну, настоящий петух, который с курицами ходит, в 2 часа ночи еженочно кукарекает. Вот еженочно. Поначалу это раздражало, теперь я привык. Привыкаю ко всему, да, но если человек приезжает сюда на отдых, то внимательно, друзья мои, очень внимательно, смотрите, чтобы ту квартиру, которую вы арендуете, а если вы арендуете еще ее там на полгода, на год, да, чтобы не было рядом строительных объектов. Это очень тяжелая задача, но поверьте, это того стоит. Потому что если вы приехали сюда и классно работаете, вам надо классно отдыхать, но во время отдыха вам будут сверлить со всех сторон. Особенно касается новых домов. Я, как человек, который снимает квартиры уже 30 лет, точно знаю, что в новых домах, в новых больших многоэтажках после продажи квартир начинается их ремонт. Причем ремонт, если у вас на этаже там 12 квартир, то в 3 этажах 36. Вот 36 источников шума будет кругом, везде и везде. Следующий минус. Нет афиши «Культ просвет» программы. Вот нигде нельзя найти какой-то, не знаю, вот афиши, где можно пойти на концерт, где можно куда-то сходить, где какая-то вот, и ты сидишь и в Инстаграме, в Фейсбуке по крупицам вылавливаешь это. Ну почему нельзя просто какой-то сделать ресурс? Мы пытаемся сделать для вас, его ссылочка будет внизу, о том, куда пойти, куда податься. Вот вечер, февраль, суббота, я точно знаю, что в прекрасном городе Батуми есть как минимум 5 мероприятий, но у меня сарафанное радио не настроено. Я не знаю это как работает, потому что для меня было нонсенсом. Мы очень любим классическую музыку, оперетту, и мы ходили перед Новым годом на оперу. Шикарные грузинские голоса, шикарный зал, все классно. Причем мы ходили туда по пригласительным билетам. Это было бесплатно. Что меня удивило? Меня удивило, что процентов 20 зала пустовало. Друзья мои, это классика, это ходят, чтобы мозг отдыхал, это туда водят детей, чтобы дети вживую послушали голоса, приобщились к культуре, к музыке, к великолепным голосам. Пустые сиденья. Потому что нет афиши, может люди не знали, причем вы, организаторы, должны постоянно думать не только о местном населении, а и об гостях. Пишите свои рекламные брошюрки не только на грузинском, а и на английском, на русском языке. Потому что туристы, которые хотят провести они классно поддыхали на море, они классно перекусили в классном ресторане, они хотят культурно-массовую программу. А куда пойти? Барахолка Батуми, там да, там хорошо, там вместе с домом за 100 тысяч евро продают ботинки за 20 лари, там, да, или игрушку детскую за 3 лари. И там вполне может какая-то подскользнуть афишка, но это будет не того. Поэтому нет афиши «Культ просвет» программы, это минус и минус Батуми. Следующий минус. Воина собирал, не забываем про помидоры. Не забываем про салфетки. Вытирайте мониторы после помидоров. Дальше. Пешеходные дорожки. Вот смотрите. От Мамия Варшанидзе дойти до моря по пешеходной дорожке невозможно в принципе. Даже при том, что здесь есть уже предпосылки на то, что тротуары и пешеходные дорожки делают.
Почему? Первое, это то, что батумский стиль вождения, минус. Второе, это то, что на пешеходном переходе вас не пропустят. Если он нерегулируемый, там точно нет камеры, все делают вид, что я еду, никого не замечаю. А третье, то, что на пешеходных дорожках очень часто стоят машины в ряд. Причем они стоят в таком, вот их просто поставили, что прям к забору. И чтобы тебе пройти по пешеходной дорожке, тебе надо выйти на проезжую часть и обойти этот чудо-ряд машин по проезжей части. Поэтому с пешеходными дорожками в Батуми очень и очень туго, но одна большая пешеходная дорожка вдоль побережья на 10 километров занимает все. Поэтому, когда здесь решат проблему с пешеходными дорожками, будет все весело и вкусно, и опять же стоимость для гостей в городе Батуми будет в разы выше. Следующий момент. Велодорожки. Вот тоже беда. Во всех странах, во всех городах мы всегда ездим на велосипедах. Кроме Батуми. Нет, мы тут тоже едем. Тут есть Батуми Вело. Мы записали ролик, как брать велосипед на прокат, но это же только по набережной, туда-сюда. Потому что выехать на проезжую часть в городе Батуми, это надо, не знаю, быть либо с остальными яйцами такими прям, да, либо в шлеме с флажками, с катафотами и с рупором типа внимание, еду, да? Почему? Потому что здесь, ну не знаю, не принято. И здесь мы смотрим на велосипедистов, которые бывают проезжают, как на таких вот счастливчик, поехал, и не сбьет же его машина там, да? Ну почему? Потому что, друзья мои, вот вы сейчас возникаете, говорите там, ну как там, Александр, у нас можно ехать, вы своего ребенка посадите на велосипед? Вот в Минске я посажу, в Москве я посажу, в Киеве посажу. В Берлине 100%, там это все, вот у вас все гордятся, что вот у нас Toyota Prius, экологичная машина. Друзья мои, самая экологичная машина это велосипед. Во всем мире велосипеды, велодорожки это признак вообще крутизны города. А здесь беда. Дальше. Еще один минус, это то, что курят везде. Нет, я молчу про марихуану, когда идешь, я сначала не понимал, думаю, нифига себе, кругом марихуана, там запашок. Ну это ладно, но курят везде, да, вот ты идешь, наслаждаешься морским воздухом, да, есть парк, там все хорошо, и тут у тебя идут люди, которые курят, причем так много, и так постоянно, и вот как-то так вот здесь, не, понимаете, уже во всем мире, в цивилизованном мире, а я считаю, что Грузия очень цивилизованная страна, и у нее, она растет огромными темпами, там, кратно растет, она к цивилизации идет, да, курить не модно. Курить стыдно. У вас все предпосылки, чтобы заниматься спортом. Такой климат, такая дорожки вдоль моря, такие бассейны, спортзалы, все есть, курите, друзья мои, вот курите, причем даже таксисты приезжают, бывает, да, и вот он курит в салоне. Ну ты видишь, что ребенок, две девушки садятся к тебе в машину, ты продолжаешь курить, ты реально думаешь, что это нормально? Вот, причем курят буквально везде. Я думаю, что это скоро дойдет и сюда, и в Батуми будет не модно курить, а будет модно здоровым образом заниматься жизнью, поэтому, ну, это минус. Дальше. Большая влажность. Большая влажность, это скорее не минус, но вот это тоже то, что иногда непривычно поначалу. Когда большая влажность, ты понимаешь, что когда кто-то чихает, кто-то там, вот это вот все, оно непривычно, и дожди, очень сильные проливные дожди, которые могут идти днями напролет, мне по барабану, но для моих друзей, для моих знакомых, поймите, что здесь бывает осенью, зимой, просто может идти 2-3 дня дождь и не останавливаясь. Тут субтропики, тут растет все, но при этом и дожди такие прям стеной. Поэтому здесь вот такая история. Ну и крайний минус,
нет ресурса о Батуми. Этот минус мы пытаемся с нашей командой в нерабочее время как-то его решить и распилить его, но он все же есть. Поэтому мы будем рады, мы будем счастливы, если вы поддержите наш ресурс о славном городе Батуми по ссылочке ниже. Также там есть телеграм-чат о Батуми на русском языке. Приходите туда, пишите, общайтесь, дружите и будем вместе жить в Батуми, поживать и друзей наживать. Спасибо за внимание. Я думаю, что помидоры у вас уже закончились. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Но не забудьте поделиться с другими. Может быть, кто-то кому-то дойдет, что не надо пикать на дороге. Надо пропускать пешехода, потому что здесь поставьте себя все время на место другого. Может быть, пешеходом скоро будете вы, ваша семья, ваша мама, ваш папа. И его также не будут пропускать, он будет также стоять, да, и будет бояться. Опять же, с сигналами, опять же с курением, опять же, что когда вы начинаете развивать свой чудесный город, думайте о том, что чем безопаснее здесь будет на дорогах, чем комфортнее здесь будет туристу, тем больше денег вы в итоге получите. Пора барабан.